Музыкальный формат MP3 был разработан немецкими учеными и стал доступен в 1994 году с выходом программы L3Eng. Хакеры раздобыли исходный код упаковщика и на его основе придумали новую, более качественную версию. Она-то и пошла в народ. С помощью L3Eng можно сжать исходный звуковой файл в 10 раз, но воспроизвести нельзя. Для этого требовалась обратная конвертация. Она проходила быстрее сжатия, но все равно очень медленно. В 1995 году появилась первая программа-проигрыватель в реальном времени. Она требовала самого мощного компьютера. В 1997 году MP3 уже использовали в демо, например, My Love группы Japotec. А первая широко известная игра с MP3 — это Hitman 2000 года. Статья в Википедии прямо противопоставляет формат MP3 популярным до него трекерным форматам и MIDI-файлам, гораздо менее ресурсоемким. Очевидно, до конца 90-х игры и демо использовали трекерную музыку или MIDI, а высокобюджетные игры могли позволить себе саундтрек на CD. Так что к олдскульной демо Demodded для компьютера 1994 года я писал музыку в трекерном формате S3M. 486-й процессор не вытянул бы MP3, да и писать в трекере интереснее, местами даже похоже на программирование. Сначала я пытался уложиться в 8 каналов. Чем меньше полифонии, тем больше ресурсов остается на видеоэффекты в демо. Но вскоре понял, что не хочу жертвовать качеством. Наше демо должно звучать лучше, чем работа 90-х годов. Остановился я на 10 каналах, чтобы было место и на эхо, и на стереопанораму, и на дополнительные звуковые эффекты. Конечно, этого тоже не хватило. Пришлось обращаться к старым трюкам. Например, если на одном канале играет громкий солирующий инструмент, а на другом канале звучит тихое эхо от другого инструмента с похожим тембром и стереопанорамой, то происходит частотное перекрытие. И тихое эхо почти не слышно. Особенно на 8-битных сэмплах только лишняя грязь добавляется. В такие моменты можно пожертвовать эхом и переместить на его место сольный инструмент, сэкономив один канал. Добавляя новые партии, я перемещал данные с канала на канал, постепенно превращая их в салат из разных звуков. В качестве основного стиля я выбрал традиционные для старой демо-сцены техно, только в чуть более чистом и современном звучании. Но описать техно скучновато, поэтому я решил добавить прифанкованный ритм. Мне очень нравится гитара в песне Play Дженнифер Лопес. Аранжировка этой песни превосходна во всех отношениях, как и видеоклип. Я скачал несколько официальных дисков с ремиксами на Play, досконально прослушал, но, к своему изумлению, нигде не обнаружил эту гитару отдельно. Тогда я выделил ее с помощью искусственного интеллекта, пришлось даже заплатить. Но слишком акустический звук не ложился в мою аранжировку, поэтому я обработал его эффектом квакушки в GarageBand и нарезал ноты на отдельные сэмплы, чтобы соединять в нужном мне порядке. Характерный акцентный инструмент в духе оркестра хит я нашел в одном из трейлеров Nintendo Switch 2 и довел до нужной мне кондиции эквалайзер. В композиции есть еще два оркестровых залпа. Я перерыл интернет в поисках высококачественных сэмплов со всех синтезаторов и выбрал наиболее подходящие. Beatles сыграл роль продюсера саундтрека. К апрелю я написал только 2 минуты, и мне казалось, что половина дела сделана. По моему мнению, смотреть демо дольше 4 минут скучно. Но Beatles втайне замахнулся на 6 минут. Опасаясь, что я не успею закончить музыку к Revision 2025, Beatles позвал музыканта Darkman 007, чтобы продолжить саундтрек. Darkman принес интересные мелодические идеи. Трек заметно удлинился, но получился слишком линейным для такого эклектичного видеоряда. А главное, созданные мной инструменты использовались на неподходящих октавах, отчего звук их выхолащивался. Спасти это можно было только синтезом дополнительных инструментов, что негативно сказалось бы на расходе памяти. На Revision мы опоздали, и я взялся за музыку с новой силой, чтобы точно успеть к августовской Assembly. Так как идеи Даркмана я отмел, срочно понадобились новые идеи, ведь почти к каждой сцене просилась отдельная музыкальная тема в новом стиле. Я вспомнил, что давным-давно, еще на БК 0010, писал композицию «Старт» с интересным арпеджио.
Такая музыка подошла бы под эффект плазмы. Но Битл не одобрил результат. Слишком сложная гармония, да еще исполненная триолями. Вместо этого Битл сам написал простое минорное арпеджио, а в дальнейшем я к нему вернулся и изменил на более изысканное. Ну и концовка моей темы из «Старт» все равно попала в трек. В сцену с колдуном я предложил мрачноватую напряженную музыку, но Битл снова написал вместо нее арпеджио. Поменяв один аккорд в пользу более интересного, я скрестил обе наши идеи и получилось то, что в итоге вошло в демо. Следующая сцена яркая и цветная. Я написал под нее радостную музыку, но Битл отклонил и ее. Сказал, что здесь нужно настроение. Смотри, какой крутой визуальный эффект я написал. Ну что ж, для крутых у меня всегда припасен беспроигрышный вариант — фанк. Так в трек попало еще больше электрических гитар, в основном кусочки из GarageBand. И также я вспомнил композицию, которую мы с Тархом писали несколько лет назад для игры Zombie Hospital, и заимствовал из этого трека соло-гитару. Таким образом, изначальная техно-музыка постепенно трансформировалась в фанк-рок. А потом нам с Битлом пришла идея выставить работу в конкурс трекерной музыки. На Assembly есть и такой. И сколько же шедевров подарил он нам с 1992 года. Практика довольно распространенная. Один и тот же трек выставляют в музыкальном конкурсе, а потом он звучит еще и в главном, заключительном конкурсе демо. Я небольшой поклонник такого подхода, но последние годы конкурс трекерной музыки на Assembly был слабоват. И я подумал, почему бы не усилить его своей работой, а заодно побороться за победу в условиях низкой конкуренции. И тогда я пошел читать правила конкурса. Размер не более 1 мегабайта, нормально укладываюсь. Длительность не более 3 минут. Придется половину вырезать. В саундтреке к демо 11 музыкальных тем на 6 минут, и еще 3 темы были написаны, но не вошли в финал. Читаю правила дальше. Максимальная полифония 8 каналов. А у меня и так уже полный фарш на 10 каналах. Как это еще вжимать? Невозможно. Но для демосценера нет слова «невозможно». Сократив композицию до 3 минут и написав новые переходы между частями, я потратил еще 2 утра и 2 вечера на втискивание всего в 8 каналов. Кое-где пришлось пожертвовать красивым стерео, но все получилось. За 2 часа до дедлайна я залил работу на сайт Assembly и успокоился. Однако, незадолго до начала конкурса статус работы сменился на «дисквалифицировано». Вот почему я потом переживал, что и наши демо тоже могут дисквалифицировать. Думаю, дело в правилах конкурса. Работа не должна быть ранее опубликованной. Обычно музыкальные конкурсы проводят до конкурсов демо и интро. А в этот раз наоборот. Получилось, что музыка уже прозвучала в демо, была передана по каналам связи, это публичная онлайн-трансляция, а значит опубликована. Ну что ж, не сложилось. Зато я придумал новую улучшенную концовку и запланировал включить ее в финальную версию Demodded, после чего выпустить саундтрек отдельным релизом в формате STM. Да вот только не прошло нескольких часов после публикации демо, как хакеры расковыряли ресурсы, вытащили из них мой STM и выложили на все популярные демосценерские сайты. Некоторые так торопились, что даже забыли указать автора. Ну что ж, такова жизнь на сцене еще с пиратских времен. Кто первым рипнул и выложил, тот элита. Ладно, слушаем обновленную авторскую версию музыки, качаем исходник, заглядываем внутрь, смотрим, как что устроено и радуемся.